Неужели разработчики решили нас удивить, выпустив новенькое обновление для CS2, которое весит почти 1,5 гигабайта? И лично у меня оно порождает очень много вопросов. К тому же они не поскупились и на новые утечки, так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Хочешь поднять топовые скины, но не знаешь где? CSFL поможет тебе поднять еще и настроение. Огромный выбор уникальных режимов, возможность пополнять скинами из CS2, Dota 2 и Rust, и главное, честность сайта и различные бонусы. Например, барабан призов, который состоит из 8 бонусов, от возможности получить рандомный скин или же деньги на баланс. Вам доступен один бесплатный прокрут в 4 дня, но вы можете сократить это время на 6 часов, поставив аватарку или в нике CSFL в Steam, или воспользоваться моим промокодом на дополнительный прокрут. А также не забывайте про легендарные режимы. Краш, где тебе нужно успеть забрать ставку до того, как упадет тэшник. Или же колесо, в котором нужно угадывать коэффициент на барабане. Ну и конечно же дабл. Угадывай один из 4 коэффициентов и возможно копилочка разобьется в твой раунд. Ну а пополнить баланс на сайте можно различными способами, от скинов до крипты. Ну а если используешь мой промокод, получишь 10% к пополнению. Ссылочка, разумеется, в описании. Ну что же, наконец-таки разработчики вспомнили, что карты сообщества давно обновились. Поэтому в сегодняшнем обновлении мы получили изменения аж на 4 картах. Это Dust 2, Nuke, Assembly и Memento. И если же с картами от сообщества и так все ясно, так как изменения на них мы знали заранее, то встречайте самое великолепное изменение на Dust 2. Разработчики решили модифицировать ящик, который находится между респой сети и плентом А. Да-да, тот самый, благодаря которому можно было с тиммейтом устроить буст на шор. По всей видимости, теперь это можно сделать в одиночку, и это по сути меняет все. От тактики на карте до новеньких раскидок гранат. Очень даже любопытно, как отреагируют киберкотлетки на такие вот интересные изменения. Ну а на карте же Nuke попросту подправили клиппинг, поэтому такого вау-эффекта, как с Dust 2, не получилось. Также в данном обновлении добавили официальные сервера в Лондоне, которые теперь включены в подбор. Ну а также снизили воздействие огня на тонкие стены, тем самым уменьшив его распространение. Ну и наконец-таки лично для меня, ну и конечно же для победителей последнего мейджора, разработчики порадовали новенькой моделькой трофея победителей. И вот тут-то у меня возникает очень много вопросов. Самое забавное, что к самой модельке у меня нет претензий. Она действительно хорошо выполнена и смотрится даже весьма неплохо. И всего существует 2 варианта. Это финалистов и победителей. Но если вы можете вспомнить, в CSGO был единый трофей для всех, который раз за разом изменялся в игре и пополнялся списком победителей каждого мейджора. То есть буквально на каждом трофее были указаны все победители турниров. И это экономило очень много места на жестком диске, так как разработчикам не пришлось дублировать раз за разом одну и ту же модельку. В новом же варианте мало того, что текст с наименованием киберспортсменов и команды выглядит как какая-то всратая наклейка без эффектов, так и то, что скорее всего у нас ровно такая же ситуация, как и с медалькой у мапмейкеров. То есть им также не придется моделировать каждый раз новый вариант, а просто написывать новый текст на самом трофее, что снова нас отбрасывает к шаблонной структуре разработки от Valve. Но да ладно, в обновлении также были замечены и новые утечки. В файле событий добавились новые данные. Кто не особо шарит, что это за такой файл, то для примера в нем указано воспроизведение особого звука при попадании в голову. Но вы наверняка замечали его, так как он сильнее всего выделяется и дает понять игроку, что спреем вы попали противнику в голову. Ну а также в нем указаны параметры, которые собираются для MVP. Что-то вроде больше всех ослепил или же больше всех нанес урона огнем и так далее. В новых же строчках, которые находятся в выделенном сектором под названием урон от пули, добавили следующее: жертва, которую ранили, атакующий, который наносил урон, дистанция от атакующего и его жертвы, вектор летящей пули по координатам X, Y, Z, сколько всего было проникновений через предметы, прежде чем она попала в жертву, была ли пуля выпущена носкопом, или же она была выпущена
запущена в прыжке. И с одной стороны, кто-то может предположить, что тут собираются данные для античита. Ну а с другой стороны, попахивает новыми данными для новых баннеров MVP, потому что в текущем обновлении также добавили и новую неиспользуемую анимацию для тех самых баннеров MVP. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!